Михаил и его верная собака Астра, золотистый ретривер, были неразлучны. Каждое утро они вместе гуляли на опушке леса, и каждый день Астра, как и положено собаке, приносила хозяину палку. Но в последнее время все изменилось. Астра стала возвращаться из леса с очень странными вещами. Сначала это была старая, потрепанная тряпичная кукла. На следующий день – одинокая перчатка. Потом – ржавая консервная банка. Михаил был в недоумении. Он осматривал находки, но не находил в них никакого смысла. Это было не похоже на его умную и послушную собаку. Но настоящий переполох начался, когда Астра попыталась утащить со стола кусок своего собачьего печенья. Она никогда раньше так не делала. Михаил строго окликнул ее, и собака виновато опустила уши, но не оставила своих попыток. Она стала прятать часть своей еды, будто делая запасы. Сердце Михаила сжалось от тревоги. Он понял, что это не просто игра. Что-то происходило в лесу, и его верный друг отчаянно пытался ему об этом сказать. На следующее утро, когда Астра снова скрылась в чаще, Михаил решил незаметно проследить за ней. Он шел за ней долго, гораздо дальше их привычного маршрута. Наконец, Астра остановилась у заброшенного оврага, под корнями поваленного дерева. Она осторожно положила принесенный кусок хлеба на землю и тихонько заскулила. Михаил замер, боясь дышать, и заглянул в логово. То, что он увидел, заставило его потерять дар речи. В яме, на подстилке из сухих листьев, лежала лиса. Ее задняя лапа была неестественно вывернута и распухла. Но самое главное, рядом с ней, прижавшись к теплому боку, копошились трое крошечных, слепых лисят. В этот момент Михаил понял все. Его собака, его добрая умная Астра, нашла в лесу раненую мать и все это время носила ей не странные предметы, а то, что могло сойти за игрушки для ее малышей, и подкармливала ее, спасая от голодной смерти целую семью. Слезы навернулись на глаза мужчины. С того дня он стал молчаливым сообщником своей собаки. Каждое утро он клал в миску Астры двойную порцию еды, и та, благодарно виляя хвостом, уносила угощение своей лесной подруге. Эта история – тихое доказательство того, что у доброты и сострадания нет пород и видов. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.